Всем привет! Сейчас мы находимся на Гоа, недалеко от поселка Колва, и скоро у нас начнутся занятия по каякальпе. Мы ведем репортаж из Южного Гоа. Мы здесь занимаемся каякальпой. Вкратце это можно сказать так. Здоровый образ жизни, занятия хатха-йогой. Всем привет, меня зовут Катя. Я сейчас отдыхаю в Гоа, плюс семинар по каякальпе прохожу. Отличное настроение, солнце, море, белый песок. Здесь приятный отдых, тепло, комфортное море, вкусные фрукты. И с утра у нас каякальпа, вечером у нас медитации. Надо сказать, что каякальпа – это одно из направлений йоги. Это йога молодости и здоровья. В переводе с санскрита это называется вечное тело. То есть это способы, с помощью которых человек может омолодить свое тело. Причем сюда входит, во-первых, дыхательные практики, гигиена питания, упражнения из хатха-йоги, медитативная техника, управление энергией кундалини и сексуальной кундалини. Это непосредственно понимание того, что организм создан на 70% из воды, и поэтому вода нам нужна активная, мы употребляем противую воду. Это, наконец, лекарственные травы и сборы, которые дают возможность активизировать организм. Название семинара каякальпа означает йога молодости. Это полностью себя оправдывает. Но это требует кропотливого и усердия, труда над собой, потому что это ежедневные занятия, практики, начиная от простых вещей, такие как питание, вода, ту, которую мы употребляем, мысли, эмоции, наши какие-то желания, поступки. Это все входит постепенно, как бы проникает в нашу жизнь. То есть, если ты хочешь омолодиться и оздоровиться, важны все моменты. Нету каких-то деталей, которые не являются важными. Здесь мы как бы комплексно все это дело получаем, и под руководством Александра Андреевича. Дома нам приходится эти моменты контролировать самим, и это уже сложнее, чем здесь. Значит, практикум семинар по каякальпе дает нам, во-первых, оздоровление организма, во-вторых, запуск механизмов на омоложение, прием ежедневный определенных активных лекарственных трав дает нам возможность стать более здоровыми, молодыми. Насчет эликсира, что могу сказать? Мы принимали много разных эликсиров, и вот на себе я заметила, что эликсир молодости – один из тех уникальных сборов, который способен воздействовать на все чакры, на все каналы. Он наполняет энергией снизу доверху и удивляет та глубина, на которой он способен работать. То есть это, я не знаю даже, как сказать, это внутрь, очень глубоко внутрь уходит. Если взять Гоа, то это место вообще уникальное. Достаточно вспомнить, что Васко де Гама, когда впервые ступил на землю Гоа, сказал, что это рай на земле. Там есть все. Чистейший воздух, море. Там есть достаточное количество солнца, которого нам в нашей северной стране несколько не хватает. Особенно зимой. Там есть фрукты,
овощи. Как раз то, что составляет основу диеты йогов. И можно очень быстро очистить свой организм, насытить микроэлементами, насытить витаминами. И действительно активизировать процесс омоложения организма. С утра у нас хатха-йога прекрасно помогла мне постройнеть, плюс фруктовая диета, все отлично. Папайя на завтрак, папайя на ужин, днем вообще есть не хочется, все прекрасно. Несмотря, допустим, на то, что незадолго до отъезда у одной моей ученицы случилась травматизация, у нее был перелом ключицы, у нее действительно достаточно сложная травма, она вместе с загипсованным плечом ехала сюда, вначале сомневаясь, правильно ли она поступает, но когда она ступила на землю Индии, когда прошли первые занятия, она сразу поняла, да, это как раз то, что нужно. Оторваться от места, где ей было плохо, и насытиться энергией, где ей хорошо. Всем привет! Из солнечного Гоа, кругом теплый песок, теплое море, прекрасное настроение, положительные эмоции. Здесь есть ашрам Саи-Бабы, где можно почерпнуть очень много интересных сил. Мы сейчас находимся в ашраме Сати Саи-Бабы Прашанти Нилаям. Каждый день мы занимаемся медитациями, хатха-йогой. Мы принимаем эликсир, который нам готовит Александр Андреевич, называется эликсир молодости. В Гоа есть свои определенные прелести, а в ашраме здесь более глубокая духовная работа, более глубокие медитации, и вот сама атмосфера располагает к этому. Вторая часть семинара Кая-Кальпы проходит у нас в ашраме Сати Саи-Бабы. Здесь настроение еще больше улучшилось, откуда ни возьмись, наверное, от кокосов. Потому что вместо простой воды я пью постоянно кокос. Не знаю, после первого же кокоса улыбка до ушей, как будто туда что-то мне подмешали. Это же кокос. Это же кокос.
गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। Подобные занятия у нас ежегодные. Вот. Ну, могло бы быть и чаще, но все зависит от наших финансовых возможностей. Все-таки поездка в Индию – это не такое простое удовольствие. Я сюда приезжаю уже 4-й раз. Первый раз это был 16-й год. Каждый сезон 2 недели. С утра хатха-йога, вечером раджа-йога, медитации. Каждый день сомаватка, море, солнце, песок, фрукты, солнце. Вот. Хочу сказать, что для меня семинар — это всегда какие-то вопросы, какие-то новые ответы на ранее заданные вопросы, заряд бодрости на весь год. То есть этого вполне хватает. Всегда счастье, радость внутри. Я здесь, по-моему, 4-й раз. Вот, мне здесь очень на самом деле нравится, и занятия, которые у нас здесь проходят, это хатха-йога, занятия по медитации, по кая-кальпе, это просто нечто невероятное. Всем рекомендую, и приезжайте, присоединяйтесь к нам. Почему 2 недели? 14 дней – это адаптационный период для организма, когда организм может перестроиться. И еще, чисто с точки зрения биохимии, ровно 14 дней требуется организму на перезагрузку. В течение 14 дней вода в клетках тела обновляется. Это было замечено по тяжелой воде. То есть, если мы будем в течение 14 дней употреблять противовую воду, противовая вода заменит тяжелую воду в наших клетках. То есть в наших клетках тела тяжелой воды останется меньше. И начнутся процессы омоложения, очищения. По самочувствию я ощущаю, как я наполняюсь энергией, у меня улучшается настроение. В целом это мне дает заряд на весь год, то есть это и настроение, и здоровье, состояние улучшается. В частности, каждый день определенные изменения маленькие происходят, некоторые моменты событий каких-либо. По внутренним восприятиям идет постепенное внутреннее изменение в лучшую сторону причем. Если взять самые элементарные вещи, то это, например, определенные привычки, от которых мне бы хотелось избавиться, определенные, скажем так, эмоции, которые мне не нравятся, мысли, то есть это начиная от самых мельчайших деталей. И занятие кая-кальпой, чтобы быть здоровым и молодым, это ежедневный усердный труд, который требует определенного количества усилий от самого человека и ежедневной работы над собой. Я заметила, что если в плане физического тела, еще раз замечу, да, то у меня изменилась чуть-чуть фигура. Ушли те моменты, от которых я хотела избавиться. В плане общего самочувствия какое-то вдохновение появилось такое, более состояние радостное, наполненное, какие-то стремления более яркие такие стали. Ну, так вот.
Отдых в Гоа плюс семинар по кайя-кальпе мне понравился очень сильно. Все прекрасно. Программа по построению выполнена. Камешки в ювелирном магазине прекрасные, куплены, подобраны мне профессионально. Только единственное, я накосячила с выбором гостиницы. Я невнимательно читала отзывы. Такой косяк у меня вышел, теперь жалею, живу с лягушкой и тритонами. Настроение отличное. У каждого нашего ученика действительно и достаточное количество личной силы образовалось, и настроение. Можно спрашивать любого ученика, и каждый скажет, что ему здесь стало гораздо лучше. Всем, кто хочет омолодиться, оздоровиться, просто отдохнуть, наполниться энергией, я бы рекомендовала заняться как раз кайя-кальпе, посетить Гоа и по возможности ашрам. Если коротко, все было круто, очень понравилось. Причем такой общий тезис от поездки. Вот эта вся внешняя грязь, которая имеет место здесь быть, полностью компенсируется душевным состоянием, вот этой внутренней чистотой. Хотя вот я привык к чистоплотности, и если раньше мне показывали там кадры, видеокадры, ну, другие ребята с отдыха с Индии, я так думал, что, блин, наверное, мне все не понравится. Приезжая сюда, сразу как-то все перестраивается, и ощущаешь себя здесь просто офигенно. Очень комфортно, очень приятно. То есть я считаю, что цель поездки достигнута. Очень понравилось. Ну, что я могу сказать? Все, что здесь происходило, было ожидаемое. Все было очень гармонично, круто, весело. Вот. И главное, полезно. Такие поездки будем выбираться регулярно. Здесь, в Индии, где истоки йоги, истоки кайя-кальпы, заниматься этими вещами намного интереснее и проще. Сама атмосфера нас поддерживает. В каждом камне здесь древняя энергия, здесь сила. Ну и, естественно, интерес. Интерес к той самой древней культуре Индии. Ведь йога и Индия неразрывно связанные понятия. Здесь это легче воспринимается.